Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня будем с вами рассматривать урок, как правильно набирать рыболовные сети. Как правильно набирать рыболовные сети, чтобы их выставлять. Ну вот я приобрел такой ящик, да. Я его сейчас с ним не разбирался пока. Что тут за ящик такой интересный? Ну, специально для этих целей приобрел такой ящик. Да? Посмотрим, что есть тут в нем. Ну, вот я посмотрел его в магазине, скажем, он мне подходит. Ящик с такими ручками, да. Ручки снимаются очень хорошо, удобно. Их можно снять. Да? Снимаем ручки все. Вот такой ящик. Не знаю, куда он используется, да? На колесиках такой хорошо, можно покатать, где-то не тащить, а где-то покатить. Очень удобный ящик. Как раз для рыболовных сетей. Как раз выставлять рыболовные сети. Так как я планирую, скажем, непосредственно по рыболовным сетям и поехать на рыбалку, да? Но у меня немножко не получилось. Я хотел пораньше поехать на рыбалку. Ну, в связи с штормами в Финском заливе, да, пришлось рыбалку отложить. Но я постараюсь все равно выехать промеж выставок, да. Съезжу на выставку в Нижний Новгород, да. Рыбалка и охота в Нижнем Новгороде будет выставка. Там я буду с 12 числа, с 12 марта по 17 марта. Пожалуйста, приходите на выставку, познакомимся. Значит, я буду использовать, так как в Финском заливе глубина непосредственно будет где-то порядка 30 метров. Сейчас я подготовлю, вот беру шнур четверку. Да, это четверку шнур. Мне необходимо подготовить 2 оттяжки. 2 оттяжки, они будут по 80 метров. По 80 метров будут эти 2 оттяжки. Сейчас я подготовлю 2 оттяжечки и потом продолжу уже непосредственно. Отмотаю по 80 метров этого шнура и уже дальше продолжим. Ну, продолжим. Так как я вам и говорил, что да, непосредственно выставление рыболовных сетей, да, привязывают рыболовные сети, оттяжку, это привязывают к верху рыболовных сетей. Да, там был непосредственно, скажем, один зритель или подписчик говорил, что в их районе привязывают и к верху, и к низу сети. Да, в некоторых местах есть момент, когда подвязывают к верху рыболовной сети, там промежуток какое-то расстояние веревки, скажем, ну там 5 метров, да. Их берут вот так, там 5 метров кверху, 5 метров к низу подвязывают. Но от этого расстояния потом есть петля, и все равно привязывают уже на эту петлю одну оттяжку. Уже идет от этой петли одна оттяжка. Так выставляют сети тоже, да, в некоторых местах. И некоторые способы установки таких сетей есть. В основном такие сети с таким параметром, да, их выставляют на течение. Выставляют на течение и еще там один момент делают. Я вам потом подскажу, кому это будет интересно. Значит, да, вот отмотал я оттяжку. Отмотал оттяжку шнура 80 метров. Один непосредственно положу вот так, да, и все эти 80 метров теперь я просто заложу туда. Просто их закидываю в этот ящик, эту оттяжку. Мы поедем с вами на рыбалку, будем рыбачить мы балтийскую корюшку. То есть поедем на съемки. Я говорю, сейчас у меня не получилось, я хотел поехать сейчас, перед 8 марта. На балтийскую корюшку, но в заливе сейчас большие шторма и просто не выехать, не то что говорится, уже провести съемки. Попробую это сделать уже, когда, я говорю, вернусь с выставки охоты и рыболовства с города Нижний Новгород. Там у меня будет пару дней промеж выставок, потому что там начнется уже выставка в Санкт-Петербурге. Непосредственно там пару дней у меня будет. И в этот период времени, может, я успею, съезжу.
Ну, не успею, тогда уж извините. Полоем корюшку в другой раз. Ну, я думаю, что все получится. Просто не хочу, как бы, с чьи-то там попросить можно, чтобы сняли видео. Ну, я вам покажу уже на тех даже сетях, которые мы с вами изготавливали. Да? Ну, часть сетей, которые мы изготавливали. Просто сюда вот оттяжка, которая... Это удобный, скажем, момент, скажем, вот такой установки сетей. Можно сети устанавливать и просто хорошо их перебрать, набрать и устанавливать непосредственно, скажем, просто с мешка. Да? С мешка устанавливать сети можно, кто это умеет делать, они это применяют, да, скажем так, тоже удобно. Но здесь у меня немножко профессиональные сети, это первый момент. И второй момент, что поеду я на съемки показывать вам момент, как выставляются сети быстро на двигателе. Просто выставляются на двигателе. То есть не на веслах, там в принципе никто не нужен. Вообще никто не нужен. Можно, ну, я не один буду, потому что у меня нет лицензии, скажем, на сегодняшний день я не занимаюсь рыболовством, да, скажем так. Это люди, которые занимаются непосредственно, у них есть все документы, все лицензии и все. То есть они будут держаться за них, я даже как бы не прикоснусь к этим сетям, да. Ну, зачем? У меня нет никаких документов, нет прав на, скажем, использование, выставление этих сетей. Ну вот, я закинул просто эту оттяжку, да, ну вот кончик подвешу. Значит, первую сеть непосредственно, которую будем мы использовать, я достаю эту сеть. Это у нас будет профессионально специализированная сеть. Рамовая профессионально специализированная сеть. Я сейчас не знаю, не подскажу вам тут насколько, я не помню. Замерять я тоже не буду. Это, скажем, большого значения не имеет. Ячея здесь или 21, или 22 миллиметра. Что-то из этой оперы. 21 или 22. Профессионально специализированная сеть по ловле балтийской корюшки. Рамовая сеть. Ну вот я беру непосредственно, вот тут даже ярлычок есть. Снимем ярлычок, хотя он мешать не будет. Непосредственно мы с вами, то есть то, что я вам говорил, рыболовные сети на оттяжку крепятся только наверх, иначе вы порвете свои сети. Вот еще раз там молодой человек у меня спрашивал, или не молодой человек, пожилой, я уж не знаю. Вот два у меня, да, два, вот вокруг делаю, да, и делаю захват, вот сюда, захват. Сделал захват, все. Разность веревок, как видите, разность веревок тоже имеет значение быть. Ну, скажем, затянул я ее, ну, вставлю вот этот сюда, страховочный, вставлю сюда. Да? Вот. Все, я привязал непосредственно здесь, да, вверх сетей. Вставил в петельку, чтобы не ушла, скажем, сеть. Смотрим, где здесь я приваз ее там снял, приваз эту сеть. Да, еще где у меня тут завершение этой сети. Где у меня здесь завершение? Да, вот оно, завершение этой сети. Вот идет эта сеть. Сейчас постараюсь я как-то тут со шнурами совсем. Да вот идет эта сеть. Вот сеть, вот идет это полотно, и вот идет низ. Низ с грузовыми шнурами. Низ отдельно шнур. Да. Низ отдельно шнур посажен. Здесь я уже рассказывал, почему этот момент. Да. И просто начинаем набирать эту сеть.
Просто набираем в ящик эту сеть таким вот образом. Укладываем. Подбираем низ, подбираем полотно, накидываем вверх. Все укладываем в этот ящик. Мы будем с вами набирать сюда порядок. Почему такой большой ящик? Порядка 4 сетей. Порядок метров 200 будет. Ну и поставлю, я еще взял одну сеть. Для примера вам непосредственно заводскую сеть. Просто заводскую сеть в упаковке. Сейчас все увидите. Просто набрасываем. Если, как видите, да, там больших чего-то я не делаю. Что-то где-то запал поплавок. Ну, его поправить. Также низ. Планомерно набираем. Как мне кто-то говорит, там запутаться в сетях. Я не смог их разобрать, или я не смог с ними ничто сделать. Я вот как бы один. Помощника у меня тут нет, да, никого нет. Один тут разбираю ее. Все разбираю, тут смотрю. Закидываю. Если сеть хорошо сделана, то она выскочит спокойно. Для этого, в принципе, никто не нужен. И много времени не потребуется. Дольше эти сети сюда в ящик набирать, хочу я вам сказать, чем выставлять. Дольше в ящик набирать мы будем. Значит, вторую сеть, которую мы будем с вами сюда ставить, это будет у нас с вами столбленная сеть. Профессионально специализированная сеть на столбах. Тоже именно под вид рыбы корешку. Балтийская корешка. Важный момент, да, аккуратно ее перебрать, сети, аккуратно их уложить. Это важный момент, когда если вы планируете выставлять это непосредственно, я говорю, на двигателе. Если выставлять там, скажем, с лодки и просто не спеша, есть время, да, то можно вообще эти сети, как я взял, там прям в лодке разобрать, под ноги кинуть, да их выставить, да и все. Тут, когда уже на двигателе, немножко надо тщательно перебрать ее. Хотя можно ее и также взять, развязать, там внутри бросить, она выскочит. Просто поменьше газовать, скажем так.
Вот вы с вами закинули сюда в ящичек наш. Волшебный ящик, назовем это так. Закинули одну сеть. Здесь непосредственно мы оставим с вами два конца этой сети. Да, тут идет два. Коротенький, но он не нужен, но вот по длине идет. А вот вывесим его. И здесь также ярлычок на сетке. Есть ярлычок. Уберем, чтобы не видела рыба. Сейчас принесем другую. Не принес, я сейчас поднесу столбленную сеть. А нет, давайте мы сначала не столбленную с вами сеть сюда поставим, а поставим вот эту сеть. Второй. Да, поставим вот такую сеть с вами. Вот эту сетку мы сюда поставим. Ту сеть, которую мы готовили. Под корешку балтийскую. Вот ее и поставим. Вторую сюда. Неправильно немножко взял тут. Куда-то убежим. Ничего страшного в этом нет. Если даже неправильно мы это все взяли. Поплавок западет сейчас. Видите, я даже бросил это все, да. И спокойно там выбираю, где там, что мне надо. Ну вот, как я вам и говорил, что здесь мы с вами непосредственно связываем низа. Два низа между собой мы связываем. Да? Также таким же узлом мы с вами связали. Петельку тут ставить не надо, нет необходимости в этой петельке. Да, можно еще и эти привязать тут между собой. Также мы с вами верха связываем между собой. Связываем верха между собой. И также теперь начинаем накидывать это все. Все точно так же. Тут связано даже. Запутались маленько. Нам бы не торопиться, помедленнее развязать.
Было бы побыстрее и попроще. Та-да-да-да. Поторопился я, да.
Да, в итоге все равно запутался я. Пришлось мне ее немножко перебирать. Пришлось немножко ее перебрать обратно. Также мы оставим, также ее положим, скажем так. Низ немного набран. Я весь просто не высовывал низ оттуда. Ну все, сейчас разобрали. Сейчас будет быстрее. Надо было изначально это сделать. То есть планомерно набираем вверх, чтобы далеко не убегать, а потом там низ или наоборот. Смотрим, то есть, чтобы она укладывалась равномерно.
Ну вот, вторую сеть мы уложили. Вторую мы уложили сеть с вами. Теперь вот сейчас будем укладывать мы с вами третью сеть. Третью сеть, вот она будет со столбами, третья сеть. Также профессионально специализированная сеть, уже непосредственно столбленная. Также мы с вами привязываем непосредственно, вот видите, сколько промежутков даже от поплавка. Поплавок, раз, два, три, четыре, пять. 5 промежутков от поплавка. Связываем их также между собой вверх. И также свяжем сейчас вниз. Также связываем низа между собой. И так начинаем с вами дальше набирать. Надеюсь, в этой не запутаемся. Ну, как знать, как знать. Опять что-то там не туда куда-то.
Ну вот, еще одну сеть мы с вами уложили, да, сюда заложили, уложили. Еще одну. Теперь мы возьмем с вами простую сеть. Простую сеть. Профессиональную простую сеть. Берем простую сеть и также все точно так же. Мы крепим с вами верха. Закрепили вверх. И также крепим низа. Закрепили низа. И точно так же мы с вами набираем
Ну вот, уложили мы с вами еще одну сеть. И сейчас для примера я еще принесу одну. Ну вот и в заключительной части, вот стандартная сеть с упаковки. Она имеет такую же высоту, просто уже изготовлена производственным способом. Мы ее возьмем для примера. Даже не знаю, как тут что разобрать пока. Я даже не знаю, как тут разобрать ее. Не говоря уже перебрать. Да, что-то очень интересно. Что-то очень даже интересно. Так, снял я
крепежные веревочки. Вот отсюда, так что как-то по кругу. Да, как-то что-то. Как-то что-то вот так вот. Как-то что-то вот так вот. То есть это вот сеть из-под машины. Да. Как-то что-то каким-то образом. Да. Что надо разобраться тут с ней. Что-то тут я хорошо. Ага, вот, нашел. Вот. Вот она. Да, вот веревочка. Ну, тут практически веревочки этой нету, да. Ну, то есть, ну, крепиться-то надо. Ну, можно не крепиться, скажем так. Тут не к чему крепиться. Ну, закрепим ее. Закрепим точно так же. По низу. И закрепим ее по верху. И как-то попробуем ее набрать. Как-то вот тут шнур, интересно, он полотно, оно прошито в шнуре. То есть на этой сетке нет никакого сада вообще. Ну, я говорю, что это для обывателя, чтобы купили люди сеть. Тут что-то в шнуре все вшито. И как-то непонятно, что с этой сеткой. Ну, посмотрим для образца, что с этой сеткой. Также ее затянем, ну и также ее наберем сюда. Точно так же. Будем как-то укладывать. Как-то она тут крутится, конечно. Я даже не знаю, как ее тут разбирать-то. Что-то как-то кругами. Понятно. Ну, я попытаюсь побольше низа несу. Он как бы получше идет, да? Низ вроде уложен, и то оно как-то крутиться начинает. Непонятно как. Ну, как-то попытаюсь я сейчас ее все равно уложить. Так. Что-то тут. Как-то тут. Да. Если человек, конечно, не умеет этим еще тем более пользоваться, я как-то затрудняюсь, что ему тут сделать-то надо. Какими-то кругами ее разобрать. То есть, да, купил вот так сеть, пришел на озеро. Если не умеешь пользоваться, что-то с ней надо сделать, тут накрутить. Что-то накрутить, чтобы ее разобрать. А просто человеку, который никогда этого не видел, я думаю, что тяжеловато ему будет разобраться в этом моменте, чтобы ее выставить. Да, запутается и сразу ее выкинет. Ну, если, конечно, сообразит, то, может, и не выкинет. Ну, после первого раза, я так думаю, что точно. Что-то вот. Какие-то все круги. Интересная намотка. Так, ну вот, да, вроде подразобрались. Ну, эта сеть покороче, чтобы уж там не мучиться совсем с нею. Мы ее как для образца поставим, посмотрим, как она будет рыбачить, как она отработает. А может, она больше всех поймает. Что вы смеетесь-то? Не исключаю. Такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Ну, тюленю, наверное, побаловаться вообще на один раз. Эту сеть одноразовая.
Ну, также ее кольцами тут и уложим. Ну, низ сшит, ну, укладывается получше. Тут опять привязываться не к чему. Ну, то, что уж есть. Экономия во всем. Тут экономия во всем. Ну и теперь то же самое. Мы берем оттяжку, заготовленную уже. Привязываемся здесь. Привязываемся тут. Этот край, да, ставим в петельку. Сюда уж точно в петельку. И также эту оттяжку мы сюда набросаем с вами. Просто наверх. Все 80 метров. Ну вот видите, глаз алмаз. Удобный ящик я взял, да. Все вошло. Еще даже можно пару сетей сюда докинуть в порядок. Большой, вместительный, удобный. Вошло, считай, 4,5 сети. Ну, я говорю, еще пару штук сюда войдет. На 6 сеток смело. Ящик хороший, удобный, порядочек. 6 сетей. Ну вот, когда мы уложили еще одну оттяжечку сюда, да, и теперь просто вот эти два конца, что та оттяжечка, это просто здесь свяжем, просто чтобы было видно ее, удобно, да, просто свяжем, просто положим здесь. Все, мы подготовили с вами порядок. Ну, теперь все обратно на место поставим. Обратно поставим ручки, удобно, хорошо. Поставили ручки с вами. Ну, какой удобный, хороший ящик. Я даже не ожидал такого эффекта. Да, ну вот все, мы подготовили с вами порядок. Ну все, мы готовы к рыбалке. Спасибо за внимание. До новых встреч!